Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. Сегодня мы с вами рассмотрим работу мышц кора. Мышцы кора — это у нас с вами прямая мышца живота, это косые мышцы живота, также разгибатели поясницы и ягодичные. Но ягодичных мы касаться не будем, будем касаться только прямой мышцы, косых и разгибателей поясницы. Мышцы кора отвечают за стабилизацию корпуса. У нас в водном поле положение в воде всегда нестабильно. Корпус у нас наклоняется вправо-влево, вперед-назад. Также в водном поле мы постоянно используем перекладки вперед, назад, вправо-влево. Также ваш бросок. Все это движение начинается от ваших мышц кора. Они связывают верхнюю часть туловища с нижней и также передают усилия от ног к корпусу. Поэтому эти мышцы чрезвычайно важны. Работая над мышцами кора и укрепляя их, вы станете чувствовать себя в воде гораздо лучше. Ваш корпус станет стабильней. Все движения вроде перекладок в разные стороны, смена направления движения, все это вы станете делать быстрее. Если бы мне сказали делать что-то одно в зале и больше не делать ничего другого, то для игры водного пола я бы оставил упражнения на мышцы кора. Ну и сейчас я вам продемонстрирую упражнения также на пресс, на косые, на поясницу. Все остальное я объясню в процессе. Старайтесь их выполнять как можно чаще. Были периоды, когда мы, допустим, тренировались в сборной. Пресс мы качали по 40 минут-часу через день, либо 2-3 раза в неделю. То есть уделять этому нужно очень много времени и стараться работать над этим регулярно. Для работы над прессом нам понадобится только коврик. Ну и первое упражнение, самое простое, это скручивание. Здесь мы прорабатываем прямую мышцу живота, ложимся, руки, смотрите, зависит от уровня вашей подготовки, можете положить на грудь, можете положить за голову. Смысл простой, просто сгибаемся в грудном отделе и на выдохе поднимаемся вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Что касается количества повторений, тут можно особо не считать. Считать можно просто чисто ради себя, для того, чтобы отмерять прогресс. Но обычно я выполняю до отказа. Ложусь, начинаю делать. И когда уже все, пресс начинает сильно гореть, после этого еще потерплю какое-то время. И когда уже понимаю, что уже все, сил нету, уже не иду вперед, техника ломается, я устаю, на этом я заканчиваю. Сделали прямую мышцу живота. Теперь поработаем на косые. Сгибаем просто ногу в колени, кладем ее, разворачиваем. Одну руку можно держать здесь, левую согнутую, правую здесь. И делаем скручивание. Вот. Раз, также на выдохе. Два, коснулись лопаткой. Опять выдох, выдох, вдох. Раз, два. И работаем. Подробно на технике не буду останавливаться, потому что тоже в интернете миллион видео, как это делать правильно. Просто раскрою, скажу вам базовые моменты. Вот, сделали также на эту сторону и поменяли на другую. И также рука за головой, это здесь. И сгибаемся, разгибаемся. Вдох, выдох. Коснулись лопаткой, сразу обратно. Здесь мы работаем на косые мышцы. Сделали. Отдохнули. Старайтесь отдыхать секунд по 20-30 между подходами. Долго не отдыхайте. Вот, если кому лень считать количество повторений, работайте по времени. То есть 20 работаем, 20 отдыхаем, либо 40 работаем, 20 отдыхаем. Это уже от вашего уровня подготовки зависит. И следующее упражнение. Также ноги оставляем здесь, руки тянем вперед и поднимаемся. Также на выдохе и вытягиваемся вперед. Здесь, обратите внимание, у меня руки туда не уходят, они у меня идут просто прямо вверх. Вот представьте, что я поднимаюсь, и они мне, видите, идут вверх. Поднялся на выдохе. Потом поднялись и дотянулись. Поднялись и дотянулись. Это также было на прямую мышцу живота. И следующее упражнение выполняем на косые мышцы. Ставим ноги пошире, чтобы мы прямо могли дотянуться до пяток, но не сильно близко. И вот поднялись, подбородок прижали и пошли. Лево, право, лево, право. Тут расставляйте ноги как вам удобно, чтобы вы могли дотягиваться. Я вот могу еще подальше поставить. Вы должны прям тянуться. Вот раз, втянулся, два, втянулся. Оп. И делаем дальше. Все, сделали эти упражнения. Следующее упражнение у нас будет чуть более комплексное. Ложимся, руки вытянули и крест-накрест. Правой рукой тянемся к левой ноге. Также на выдохе делаем. Тянемся к носку, выдох, легли. Стараемся ногу держать прямую, насколько вам растяжка позволяет. Мне прям идеально прямой не позволяет, поэтому буду чуть сгибать. И раз, коснулись, легли. Оп, два. Здесь у нас уже и координация включается, добавляется контроль. То есть старайтесь делать ровно, не делайте там чуть так, потом так. Не падайте, старайтесь прям четко, ровно, следите за вашей координацией. Раз, коснулись, легли, выдох, легли, выдох,
легли. Также следующее усложняем, это уже книжка называется. Также руки вытянули и сгибаемся посередине. Вот. Раз, два, ноги не кладем. Три, если позволяет вам уровень. Оп, на выдохе. Оп, коснулись. Оп. Поделали это упражнение. Следующее у нас упражнение чуть полегче будет. Выполняем сгибание. То есть здесь и здесь. Кто чуть поподготовленнее, может на весу держаться в таком положении. Кому тяжело, может лежа делать. Суть какая? Левым локтем тянемся. Ой, правым локтем, извиняюсь, тянемся к левому колену. И вот пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто может на весу, может чуть побыстрее. Раз, два. И выпрямляем. Видите, вот мы положены. Раз. Как эти упражнения сделали, следующее можно поделать подъем ног. Как его делать? Также ложимся, легли. Руки под ягодицы мы не кладем, это нам сильно облегчает. Руки просто положили здесь, старайтесь в них сильно не упираться. Носки вытянули, вот видите, у меня носки натянуты, и поднимаем. Оп. Смотрите, здесь есть нюанс. Внизу не кладем, и второй, сильно вот сюда высоко тянуть смысла нет. Пресс у вас перестанет работать уже где-то вот здесь. Вот до сюда и делаем. Оп. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Также вдох, выдох. И еще одно упражнение наподобие книжки, чуть по-другому. Также сели, ноги у нас выпрямлены. Здесь держим наши руки и делаем вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так работаем. Следующее такое, это у нас чуть-чуть многосоставное упражнение. Это хорошо для координации, для нагрузки. То есть пресс все-таки также отвечает за координацию нашей нижней части тела и верхней части тела. Поэтому важно такие упражнения тоже добавлять. Как оно выполняется? Первое. Мы с вами выполняем. Ноги лежат. Подъем. Подняли. Легли. Подняли ноги. Опустили. Книжка. Это раз. И опять. Раз. Два. Три. Пять. Раз. Два. Три. Опять. Раз. Два. Три. 10 упражнений на наш с вами пресс я вам показал. Теперь приступаем к следующему. Это на наши мышцы разгибатели спины. Выполняются они все лежа на животе. Ложимся. Первое, самое простое, как прогревочное. Легли, руки положили, носки вытянули и поднимаем наши ноги. Смотрите, сейчас одной пока покажу. Поднимаем полностью ногу, чтобы у нас бедро оторвалось. И выполняем. Раз, два, три, четыре. И так делаем. Здесь обычно все могут сделать больше количество повторений, чем на пресс. Поэтому здесь можно делать почаще. И отрываем. Оп. Сделали. Отдохнули. Если можете без отдыха, продолжайте без отдыха. Также легли. Ноги у нас лежат на месте. И теперь поднимаем наш корпус. Руки можно, если вам тяжело, поставить здесь. Сгибаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем. Если вам так легко, можно руки выпрямить. Ну, чуть подсогнуть. Сделали так, отдохнули. И теперь поднимаем одновременно наш и корпус, и наши ноги. Легли. Также, руки, если сильно тяжело, так. Если не сильно, то выпрямляем. И начали. Раз, два. Задача, чтобы у нас и ноги отрывались, ваши бедра, и ваш грудной отдел. Следующим упражнением сделали одновременно. Теперь также делаем попеременно. Легли, вытянули руки, носки прямые также. И поднимаем правую ногу и левую руку одновременно. Вот. Раз, видите. Два, три, четыре. Тут тоже зависит от вашего уровня. Новичок, вам тяжело, то кладем на пол. Если вам уровень позволяет, то вытянулись и делаем. Вот раз, два, три, четыре. Также отрываем ваше бедро. Можно еще быстрее делать. И тянемся вперед. Следующим этапом исходное положение такое же. Ноги у нас лежат, руки по бокам, вот по швам, чуть в стороны. Прогнулись в грудном. И с этого положения тянемся к одному колену, к другому. Оп. Корпус мы вниз не кладем. И делаем так. По количеству у всех разный уровень, советовать не могу, поэтому также по времени
Я обычно стараюсь такие упражнения всегда делать до отказа. На начальном уровне может быть тяжело делать до отказа, поэтому задайте какую-то планку в 20 повторений, в 30-40 и задайте также отдых 20 секунд, либо 30. И ее придерживайтесь. И так вы будете отмерять свой прогресс. Вот, сделали это упражнение. И следующее уже посложнее. Легли. Ноги у нас также на полу. Прогибаемся только в грудном. И как будто мы ползем вверх по лестнице. Вот, легли и начали. Раз. Все выше. 2, 3, 4. Оп. 5. Опять. Раз. 2. Оп. Оп. Опять. Раз. 2. Оп. Оп. Также дальше с этого положения. Ложимся. Ноги положили. Смотрите, если уровень позволяет, можете держать. Если нет, ноги лежат, то мы делаем. Руки у нас перед собой. Поднимаемся и сводим за собой. Только наша задача подняться. Раз, 2, 3, 4. Я могу, например, поднять ноги. Раз. Сделали, отдохнули. И следующим с этого же положения продолжаем. Легли и тянемся к обе стороны. Вот легли, поднялись. Также ноги, если не позволяет, лежат. Если можете, поднимаем. Покажу лежа. Это раз, 2, 3, 4, 5. Также ноги подняли. Следующим этапом вытягиваемся вперед. Задача вот выпрямиться, как Супермен. Не знаю, можно так, без разницы. И ноги работают, ноги кроли. Вытянулись и пошли. Голову опустили вниз. И работаем. Также следим, чтобы бедра отрывались и грудное отдел не лежал полностью на полу. Ну и на завершение можно сделать просто, как это называют, лодочку. Руку выпрямил и прогнулся. Смотрите, если вам сильно тяжело, можете согнуть, вот подержать. Если вам полегче, то он может так держать. И вытянулись, и держимся. Также следим, чтобы наши бедра вот не касались пола, руки наверху, и в грудном мы согнулись. И лежим. И голова у нас продолжение позвоночника. Не задираем ее никуда, вот лежим. Ну и на этом у нас сегодня с вами все. Я вам, если не ошибаюсь, показал 20 упражнений, по-моему, 10 на пресс, 10 на спину. Выполняйте их, старайтесь 2-3 раза в неделю. Если нет времени, включайте их в разминку. Что касается особенно любителей, у которых мало времени вообще на тренировке, пресс — это вообще самое, наверное, важное, что вы можете сделать и чувствовать себя прекрасно в играх. Да, что касается количества повторений, мне считать лень, я сторонник того, чтобы либо делать до отказа полного, либо делаю по времени. Вам на начальном этапе, наверное, будет интересно считать, сколько вы сделали, поэтому начинайте там с 10, с 20, с 30, сколько вы сможете. Подмеряйте это дело и также обязательно соблюдайте интервал отдыха. Сколько вы не делали, допустим, 20 секунд отдыха, 30 секунд отдыха максимум. Длинный отдых делать не нужно. Также количество серий зависит от вашего уровня. И в одну тренировку обязательно совмещайте работу как и на пресс, также и на спину. Ну а суммарный объем, сколько делать, это зависит от вашего также уровня и от вашего времени. Вот, если у вас остались вопросы, давайте в комментариях. Ну, на этом сегодня с вами все. Всем пока.